Всем привет! Сегодня меня зовут Терентьев Михаил Павлович. И вчера я видел труп. Я, значит, шел по улице и, значит, увидел труп. У него из груди, там в груди, то есть было 3 пулевых ранения. Труп лежал весь день, всю ночь, и на следующий день из него выросли цветы. А когда я подошел, и чтобы его разглядеть, там, значит, было написано: «Я больше не хочу слушать Radiohead». Вот. А сейчас, так как я завоевал ваше внимание, я хочу вам рассказать такую штуку, которая изменит полностью ваш мир, фундаментально изменит все устройство вокруг. Сейчас, когда мы идем в магазин, мы заходим, например, в какой-то супермаркет, и у нас есть выбор из огромных Bluetooth колонок. То есть у нас есть там, например, вот такие Bluetooth колонки, мелкие такие. Вот такие вот маленькие есть. Есть чуть побольше, есть еще чуть побольше, есть огромные, есть такие, ну, как бы такие, типа пати-колонки. Если мы посмотрим на ценник, мы очень сильно за них переплачиваем. То есть, например, есть вот, например, такая колонка, ну, не JBL, а какая-нибудь побольше. И она, скажем, стоит, ну, где-то больше $100, точно уже больше 7000 рублей. Для тех компаний, которые делают эти колонки, это просто золотая жила. Они жили себе спокойно в своем мире, зарабатывали деньги, и вдруг просто с них, с неба снизошло вот это вот просто, как вы знаете, такое, типа, вот оно, та идея, на которой ты можешь зарабатывать миллионы и, типа, наебывать людей. А эта золотая жила в том, что ты просто берешь всю свою акустику, уменьшаешь ее до размера, типа, небольшой колонки, суешь туда батарею и Bluetooth модуль, и все, и ты можешь завышать цену как тебе угодно. Получается такая ситуация, когда ты производишь акустику, ты производишь там какие-то колонки, делаешь что-то, там 5 колонок, там какой-то домашний кинотеатр, еще какую-то хуйню, и вдруг у тебя происходит момент, когда тебе можно за те же деньги, за которые ты продавал свои аудиосистемы, просто продавать одну колонку, просто засунь в нее батарею, засунь в нее Bluetooth модуль, и все, и, короче, впаривай как тебе угодно. И этому всему есть альтернатива, вот к чему я клоню. И потом оказалось, что, блин, это на самом деле самое перспективное для зарабатывания денег, и поэтому туда ринулись JBL, который очень хорошо зашел в этот рынок, Marshall тоже хорошо зашел в этот сегмент, и потом они начали повышать цены. Вот мы немножко здесь сделаем какой-то там материал, немножко премиальный. Хотя на самом деле, если посмотреть, вот эта вот колонка, вот обычная, да, там какая-то пластиковая за $100. За $100 это просто кусок говна, который вообще вот, в нем нет никакой низких, там басов нет, ну просто вот музыка какая-то плоская, но зато в ней есть батарея, и зато в ней есть вот этот вот Bluetooth модуль. У него ужасный звук, а еще эта колонка, она умеет делать вот так вот. Waiting for Bluetooth connection. Waiting for Bluetooth connection. Который мне просто безумно бесит. И у меня для вас есть решение. Как сейчас получается, человек, например, переезжает к себе на новую квартиру, еще куда-то, он покупает себе Bluetooth-колонку. Например, он покупает себе какой-нибудь Marshall. Они, кстати, очень дорогие, вот такого размера. Она может стоить 20 тысяч рублей, например. И секрет в том, что за 20 тысяч рублей можно купить аудиосистему и сделать ее Bluetooth. Вместо того, чтобы покупать вот этот вот переоцененный кусок пластикового говна, который мало того, что он стоит дорого, так он еще звучит, ну, так себе откровенно, если говорить. Как это все работает? Раньше, когда мы покупали аудиосистема состоит обычно там 5.1. У нее там 2 фронтовые колонки, есть сабвуфер, есть какой-то там вот эта вот центральная колонка, еще какие-то есть маленькие, обычно там по бокам, сзади, где-то еще. Все это всегда подсоединялось к огромной такой коробке, как к централизованному коннектору, ресиверу. У меня вот отец, он купил ресивер Yamaha, и вот ресивер Yamaha, он был просто огромного размера. Это вот как, я не знаю, как типа 2 огромных, самых больших Xbox. А ресивер Yamaha, он был вот примерно вот такого размера. Это огромная металлическая коробка, которой можно подсоединить сколько угодно акустики, которая выдержит вот напряжение каждых колонок, вместе всех их соединит, выдаст тебе сигнал, там у нее будут всякие мега-супер-дупер настройки, просмотр кино, просмотр еще какой-нибудь говна, или, ну там радио, еще что-то там, CD-диски и так далее. И в итоге, чтобы тебе подключить вот эти вот все колонки,
тебе приходилось покупать этот огромный ресивер, к нему все подключать, у него был отдельный пульт, как от телевизора, только в 40 раз больше кнопок. Это все сложно, это все стоило очень дорого. И сейчас мир упростился. Мы стали покупать эти Bluetooth-колонки, ты просто нажал кнопку, у себя в телефоне нашел устройство, подключился, все, оно у тебя играет. Да, она играет, ну, так себе. Да, ты переплатил за дизайн, за бренд, за еще что-то. Особенно Marshall, например, которые стоят, у них там на каждые 5 тысяч, 6 тысяч рублей у них там своя колонка. Типа они заняли все типы сегмента, как и JBL, например. Мысль такова, что сейчас внезапно я обнаружил для себя, что сейчас можно все эти старые аудиосистемы, которые когда-то вот существовали, и для которых всегда были нужны вот эти огромные просто ресиверы, огромные. Сейчас ресивер это вот просто вот такая вот, ну, такая коробочка, которая стоит 3000 рублей на Алиэкспрессе, к которой можно подключить огромные колонки из аудиосистемы. У тебя, например, стоят от пола две колонки по 100 ватт, которые должны были подключаться к ресиверу. Ты можешь подключить их вот к такой вот коробке, к такой вот штуке с Алиэкспресса, и они у тебя будут играть. И самое крутое, что ты можешь взять, нажать на этой штуке кнопку и подключиться к ней как к Bluetooth устройству. То есть, по сути, ты покупаешь себе Bluetooth ресивер. Если тебе не нужна портативность, то ты просто купаешься в классном, офигенном звуке, вместо того, чтобы переплачивать за какую-то сраную Bluetooth колонку. Еще одну забыл штуку рассказать. Почему у меня вдруг подгорело? Вот со всего вот этого. Один раз, то есть мы приехали на Airbnb в Копенгагене, и там стояла колонка Marshall, Bluetooth и все такое. Большого размера. Она была, наверное, размера как микроволновка. И весит прилично, и все такое. Довольно неплохого звука. И я, значит, ее отключил от провода, от электричества, и оказалось, что она не портативная. То есть это была просто колонка за огромные деньги, у которой был Bluetooth, но которая не была портативной, и которая стоила там 30 тысяч рублей, 40 тысяч рублей, за которую люди просто огромные деньги приплатили. Я обнаружил это, в своем случае, то есть я приехал на дачу, у нас стояли две пассивные колонки. Пассивные колонки — это когда они сами не подключаются к электричеству. На колонке я вам сейчас все это покажу. Ну, я, просто купил этот ресивер, просто попробовать за 4000 рублей, и у меня все стало играть. Ну и самое крутое, конечно же, самое крутое. Самое крутое, что если ты хочешь купить Bluetooth-колонку, ты, конечно же, там платишь 15 тысяч рублей, там 20 тысяч рублей за хорошую, за какую-то качественную. В то время, когда ты можешь купить какую-нибудь себе советскую акустику за 5 тысяч рублей, за 6 тысяч рублей. Аудиосистему людям, которым она уже не нужна, которые думают, что ее тяжело использовать, ее тяжело подключать и так далее. То есть акустику с очень высокого качества, с хорошим звуком за копейки, подключить ее к ресиверу вот этому китайскому вот с этой коробки и просто слушать музыку на хорошей акустике с Bluetooth. Сейчас я вам покажу, как у меня это устроено. Может быть, это вас вдохновит тоже. Я сейчас у себя на даче. Вот у меня, значит, одна колонка здесь. Это старая какая-то супер задристанная колонка, там, знаете, с бородатых 90-х годов, когда ты приходил в Эльдорадо, и на полке стояла там что-то типа аудиосистема за сколько-то рублей. Но она неплохо играет, она не настолько плоха, но она и не настолько прям идеальна. Вот, и там точно такая же вторая колонка, как здесь. Они пассивные, то есть они не подключаются к розетке сами по себе. У них идет два провода. Может показать? Вот, смотрите. Вот у них идут два провода. Эти провода, они просто идут. И вот та самая коробка с Алиэкспресса, которую я купил за 4000 рублей. Я нажимаю кнопку. Вот, я нажал кнопку, и у меня оно включилось. Сейчас могу подсоединить устройство и просто слушать. То есть, получается, у меня есть правая колонка и левая колонка. Есть устройства, вот такие же коробки, которые можно подключить, например, еще и сабвуфер. И, скажем говоря, вот эта колонка, она довольно слабая, там не знаю, сколько в ней ватт, может быть 30 ватт или еще что-то такое. Так значит, вот это вот устройство поддерживает две колонки до 100 ватт каждая. А 100 ватт это примерно это вот колонка, наверное, вот такого размера. До моего пояса. Вот, думайте сами. Интересная ситуация произошла. Пока я тянул с записью всего этого видео, я нашел новые колонки,
который на замену тем старым китайским пластиковым, которые, ну, как бы, как китайским, все из Китая делается, но мне немножко не нравился звук у них, и я нашел вот такие колонки. Это датская фирма Bio... Что там, как она называется? Biovox Bang & Olufsen. И я их купил за 2000 рублей. То есть это просто старая акустика, которая просто людям не нужна. Они ее отдают за бесценок, потому что не знают, что с ней делать. И я просто сейчас ее подключу к этому китайскому ресиверу, и они у меня, вот так вот, знаете, так типа как... И они у меня станут Bluetooth. То есть вот эти вот, ну, как бы красивые, классные, супер-мега офигенные колонки, которые я, кстати, побил, когда вез на велике. Я вот случайно уронил их на асфальт. Блин, жалко. И, значит, вот... Да, они теперь будут у меня Bluetooth. Сейчас их буду подключать. И могут быть похожими Bluetooth. У вас, если вы зайдете на какой-нибудь ваше Авито и найдете нечто похожее за копейки, подключите точно так же, вместо того, чтобы переплачивать. Действуйте, действуйте, ребята. Ну вот, собственно говоря, все работает. И ресиверы, колонки по Bluetooth. Вуаля. Итак, какие выводы можно сделать? Если вам не так нужна портативность, но вы хотите хорошую акустику, которая бы легко подключалась, и вы при этом не хотите переплачивать кучу денег за Bluetooth, колонки из крутого материала, дизайна и так далее, купите старую поддержанную акустику хорошего качества, например, советскую, хорошего бренда, которую всегда можно найти БУ, подключите ее к этому ресиверу китайскому, и вы просто офигеете, насколько это лучше, чем покупать вот эту коробку за 20-30 тысяч рублей. Все это у вас выйдет меньше 10, я уверен. Всем удачи, я надеюсь, это было полезно. Увидимся.